Два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому T4. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, атака производилась из воздушного пространства Ливана. В общей сложности самолеты выпустили 8 снарядов. ПВО Арабской Республики открыли ответный огонь и уничтожили 5 управляемых ракет. Среди российских специалистов, работающих в Сирии, пострадавших нет, а вот 14 солдат и офицеров правительственных войск сирийской армии получили ранения. Такие данные приводят местные СМИ. В Тель-Авиве произошедшее пока не комментируют. Из Израиля передает шеф Ближневосточного бюро вестей Сергей Пашков. Израильское политическое руководство и представители Министерства обороны этой страны придерживаются традиционной тактики, не комментируя, не опровергая и не подтверждая факт ночного налета на территорию Сирии и атаки авиабазы Т-4, о чем сообщили и ближневосточные средства массовой информации, и подтвердило в своем заявлении Министерство обороны Российской Федерации. Сообщается о том, что в 3:34 часа утра звено израильских боевых машин F-15, два самолета атаковали ракетами класса «Воздух-Земля» цели на территории Сирии. Было выпущено 8 ракет, из них 5 сбиты сирийскими ПВО. 3 достигли целей на западной части авиабазы Т-4, расположенной в провинции Хомс, недалеко от города Пальмира. Иранские и сирийские источники сообщают о 14 погибших и множестве раненых. Кроме того, сообщается о том, что в результате авианалета погибли 3 офицера корпуса стражей исламской революции из Ирана, находившихся на базе в качестве советников. В своем специальном заявлении Министерство обороны России подчеркивает, что никто из российских военных советников, находящихся в Сирии, в результате ночной авиаатаки не пострадал. База Т-4 стала тем самым местом, которое за последнее время как минимум второй раз была атакована израильскими ВВС. Последний раз это произошло 10 февраля. В ответ на боевой дрон с разведывательными целями, залетевший на территорию Израиля, как сообщали местные СМИ иранского происхождения, был сбит израильским вертолетом «Апач». Израильские ВВС были подняты тогда по тревоге, атаковали сразу несколько целей на территории Сирии. Ответным огнем сирийских ПВО была повреждена одна из воздушных боевых машин Израиля. Самолет упал на территории Израиля, 2 пилота катапультировались, получили ранения, но выжили. Тогда, наверное, впервые за много лет израильское политическое руководство и прежде всего премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подтвердили факт атаки израильских ВВС на цели, расположенные на территории Сирии. Надо сказать, что сейчас израильское руководство придерживается старой тактики, не комментируя факта воздушного налета. И заявление российского Минобороны могло быть сделано с целью, чтобы ни у кого не осталось сомнения, кто стал автором ночной атаки на авиабазу Т-4. Ранее предполагалось, что налет могли совершить ВВС Соединенных Штатов Америки или Франции, но официальные представители этих стран заявили о том, что не имеют никакого отношения к воздушным ударам по сирийской базе Т-4. Сергей Пашков, Ближневосточное бюро вестей. Сообщение из Сирии прокомментировал наш военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, обстрел с израильской стороны не стал неожиданностью для правительственных войск Арабской Республики. Обычно Тель-Авив наносит удары по территории Сирии, используя воздушное пространство Ливана, пользуясь тем, что у Ливана нет эффективных систем ПВО, в нарушении всех международных норм, правил. Самолеты ВВС Израиля находятся в воздушном пространстве Ливана, и вот уже оттуда атакуют объекты на территории Сирии. Понятно, что эффективно противодействовать подобным атакам крайне сложно. Для этого нужно работать уже и в воздушном пространстве Ливана. Россия не нарушает международное договоренности. При всем при этом сирийские средства ПВО уничтожили 5 ракет
из 8. Это достаточно высокая эффективность работы комплексов противовоздушной обороны. Израильтяне уже не впервые наносят удар по военным объектам на территории Сирии. Как правило, это происходит фактически без предупреждения. И ночью используют военно-воздушные силы Израиля и самолеты, и ракеты класса «Земля» при нанесении ударов. Из сирийского города Дума в эти минуты продолжается вывод боевиков группировки Джейш аль-Ислам. Это был последний анклав, где хозяйничали вооруженные формирования. Российские офицеры из Центра по примирению враждующих сторон договорились с экстремистами. Всего, как сообщили в Минобороны, планируется выход до 8 тысяч представителей вооруженных формирований и около 40 тысяч членов их семей. Репортаж Александра Белибова. Юг провинции Хама, населенный пункт Таксис. Только что с вертолета были сброшены 180 тысяч листовок. В каждый призыв к боевикам незаконных вооруженных формирований сложить оружие. Листовка – еще и пропуск в мирную жизнь. Предъявив ее, можно беспрепятственно покинуть свои позиции. Безопасность гарантирована. Переговоры с боевиками в Таксисе вели представители Российского центра по примирению враждующих сторон. 1 апреля они завершились подписанием соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. После проверки документов люди получают специальные талоны. Их можно обменять на продуктовые наборы, которые доставляют сюда российские военные. Привезли мы сегодня 1500 пайков. Военная полиция с нами всегда работает. Это в плане безопасности, это постоянно. Также здесь уже отработали местные органы управления, поработали по инфраструктуре, по воде, по электричеству. Эта пекарня в Таксисе не прекращала свою работу, но в последние несколько лет практически весь хлеб боевики забирали себе. Мирные жители пользовались подачками, а зачастую и вовсе голодали. Большое спасибо нашей сирийской армии. Благодарим Бога за то, что этот район Сирии освобожден. И огромная благодарность нашим российским друзьям. Здесь живет 9000 человек. Несколько сотен наших жителей в свое время примкнули к боевикам. Но сейчас многие осознали свою ошибку. Совместно с представителями Сирии и России мы продолжаем работать, чтобы все участники незаконных вооруженных формирований прекратили сопротивление и вернулись к мирной жизни. О возможности сложить оружие членов незаконных бандформирований информируют не только с помощью листовок, которые разбрасывают с воздуха. Также проводится рассылка СМС-сообщений, информацию распространяют и все местные радиостанции. Тем, кто сложил оружие, власти помогают найти свое место в мирной жизни. Дело найдется для каждого, ведь Сирии сейчас как никогда нужны рабочие руки для того, чтобы восстанавливать дома и дороги, возделывать поля и работать на предприятиях. Александр Белибов, Михаил Виткин, Михаил Емелин. Вести. Сирия. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с угрозами миру и международной безопасности. Об этом сообщили в представительстве нашей страны при ООН. Встреча состоится сегодня. Участники обсудят в том числе и ситуацию в Сирии. Ранее в сети появились сообщения об атаке с использованием химоружия в Восточной Гуте. Западные страны обвинили в этом Дамаск. В МИДе Сирия информацию о химатаке отрицают и подчеркивают, что каждый раз, когда армия делает успехи в борьбе с террористами, появляются вбросы о применении химоружия. Сообщение о якобы причастности Дамаска к применению химоружия в Сирийской Думе – провокация. Москва настаивает на тщательном расследовании инцидента. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент говорил, и Министерство обороны, ссылаясь на свои разведисточники, говорило о том, что подобные провокации готовятся. Имеется в виду провокация с использованием химического оружия террористами или распространение информации. Пока необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе. И, безусловно, не имея этой информации, делать какие-то заключения неправильно и опасно. В данном случае никто не обладает исчерпывающей информацией, и пока не было ни предварительных, ни иных расследований на эту тему. Без какой-то проверки, без расследования делать выводы, неверно, в корне неверно. И сегодня информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления опровергли сирийские врачи из Думы. В интервью журналистам врач городской больницы рассказал, что ни в минувшие выходные, ни ранее с начала военных действий в Сирии к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями. Все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, были с обычными травмами, переломами, осколочными и пулевыми ранениями.
Я работаю в больнице города Дума с 2015 года, с начала всех военных событий. С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только с осколочными ранениями и обычными военными травмами. Ни одного человека с химическими отравлениями не было. Я помощник врача в скорой помощи. Вожу больных в больницу в городе Дума. 6 по 8 апреля у нас не было ни одного пострадавшего от химического отравления, только обычные военные травмы. Слава богу, город сейчас будет возвращаться к мирной жизни, и все будет налажено. Санкции США требуют тщательного анализа. Будет сделано все для минимизации негативных последствий. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с новыми санкциями против российских компаний. Вопрос, который целиком и полностью находится в плоскости ведения правительства. В данном случае все, скажем так, выработка позиции, выработка возможных мер по поддержке или иных мер по минимизации последствий вот этих самых рестрикций именно находится в Белом доме, в нашем Белом доме, то есть в кабинете министров. В Кремле, естественно, очень внимательно наблюдают за процессами на рынке и, конечно, находятся в координации с правительством. Это же достаточно новое явление, и мы видим первое проявление негативного характера. Конечно, требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по исправлению ситуации. Она достаточно вопиющая с точки зрения незаконности, с точки зрения попрания, так сказать, норм всего и вся. Здесь необходим тщательный анализ. Итак, понедельник, 9 апреля, очень непростой день для инвесторов.